«Мам, там собачки больно делают!» — крикнул Максим, потянув маму за рукав и показывая пальцем в направлении мотоцикла. Хозяин популярного в деревне транспорта разговаривал с односельчанами, а чуть в стороне стоял еще один мужчина с собакой на поводке. Животное нервничало, то и дело подскакивало на лапы и пыталось отойти подальше от мотоцикла. Мужчина сильно дергал за поводок, вынуждая собаку оставаться у его ног. Именно это расстроило мальчика. Но то, что произошло дальше, шокировало даже его мать. Односельчане закончили беседу и залезли на мотоцикл. Позади водителя залез хозяин собаки, все еще удерживая ее на поводке. Мотоцикл завелся, вызывая приступ паники у животного. Собака дернулась в сторону, отчего человек чуть не слетел с сиденья. Он громогласно выругался на всю улицу и еще сильнее дернул поводок. Мотоцикл тронулся, песика потащило вперед. Животное едва успевало переставлять лапы, чтобы успеть за транспортом. Ребенок, наблюдая эту картину, расплакался. Мальчику было невероятно жаль собаку. Хотя он и не понимал, что такой способ передвижения может стоить животному жизни. Мать растерянно оглянулась в поисках мужа. К счастью, тот уже стоял рядом и видел все произошедшее. Он бросился к мотоциклу, и водитель тут же притормозил. Односельчане радостно поздоровались. «А собаку куда?» — поинтересовался отец мальчика. «Домой, охранника купил», — похвастался сосед, дергая за поводок запыхавшегося пса. «Кто-то кур таскает по ночам. Посажу на цепь, пусть охраняет». Прежние хозяева обещали хорошего охранника, но пока он дергается от каждого звука. «Не будет у тебя охранника, если так тащить будешь», — заметил отец Максима. «Но не пешком же мне идти почти 20 километров», — пожал плечами собеседник. «А собака должна быть выносливой. Пусть бежит. Давай мы тебя подвезем, а то выпадешь с мотоцикла. Тем более нам по пути». Это предложение понравилось всем. Мотоциклист уехал, а собаку с ее новым хозяином разместили на заднем сидении машины рядом с Максимом. Мальчик был в восторге от пушистого соседа. Ребенок протянул ручки, и собака тут же ткнулась в ладонь мокрым носом. «Почему вы не любите собачку?» — наивно спросил Максим. «А за что ее любить?» — удивился новый хозяин. «Он как замок на дверях, оберегает, чтобы ничего не украли». «Так нельзя», — надулся Максим, но больше не придумал, что сказать. Поэтому принялся гладить голову собаки, которая устроилась у него на коленках. Собака в машине сразу успокоилась. Ее не пугал звук двигателя и тряска по проселочной дороге. «А как ее зовут?» — спросил Максим через время. «Собака», — безразлично ответил мужчина. Хозяин обсуждал с родителями мальчика урожай огурцов в этом году и не был настроен для беседы с ребенком. «Но это не имя», — заупрямился Максим. «Назови как хочешь», — отмахнулся мужчина. «Мне все равно. Пусть будет гроза», — предложил мальчик. Хозяин животного только кивнул и продолжил разговор со взрослыми. Уже в деревне мужчина поблагодарил за перевозку и потянул собаку к себе во двор. Гроза печальными глазами смотрела на ребенка, и у мальчика уже выступали слезы. Он бросился собаке на шею. Родители попросили мужчину иногда пускать мальчика во двор, чтобы он мог поиграть с животным. Сосед согласился. Семьи жили через 2 дома, поэтому Максим мог сам приходить к грозе, когда ему захочется. Взрослые посчитали, что привязанность ребенка быстро пройдет. Однако мальчик бегал к собаке несколько раз в день, тайком от родителей отдавал ей свои бутерброды, играл, обнимал и выглаживал. У соседа детей не было, а остальная семья отнеслась достаточно холодно к новому питомцу. У Максима не было друзей по соседству. Ближайшие одногодки жили через 2 улицы,
и мама не разрешала самому туда ходить. Дети из соседних домов были старше, играли в свои игры и не принимали мальчика, поэтому он часто бегал к соседям. Гроза всегда радостно виляла хвостом и облизывала маленькому другу руки. Однажды Максим вышел за ворота и увидел компанию пацанов постарше. Ребята как раз проходили мимо мальчика. Они радостно смеялись, поедая лесные ягоды. «И я хочу», — громко заявил Максим, подбегая к мальчишкам. Но те подняли собранные ягоды повыше. «Мы в лес за ними ходили, поэтому не дадим», — сказали они. «Ну и ладно», — надулся Максим. «Сам схожу». «Ага, давай», — посмеялись ребята. «Кто тебя в лес одного отпустит?» Компания пошла дальше по улице, а Максим остался стоять у ворот. Он плакал от обиды. Мальчишки были правы, одного его никто не отпустит. Родители были слишком заняты по хозяйству, чтобы идти с ним, а в одиночку не разрешали. Максим побежал жаловаться грозе. Мама заметила, что сын вышел со двора, но, проследив за ним взглядом, успокоилась. Мальчик плакал в шею грозы. Ему было очень обидно, что все считают его маленьким и несмышленым. Собака поскуливала и пыталась облизать лицо ребенка. Внезапно Максим резко отстранился. Его лицо приобрело решительное выражение. Ребенок потрепал грозу за ухом и вышел со двора, но пошел не домой, а в сторону леса. В разгар дня на улицах практически не было людей. Все были заняты своими делами и не обращали на ребенка никакого внимания. Максим свернул на грунтовую дорогу к лесу и вскоре затерялся среди кустарников. Мальчик думал, что ягоды ждут его сразу на краю леса, но сколько бы он ни оглядывался, ничего не видел. Максим посмотрел назад. За высокой травой были видны крыши домов. Ребенок решил, что ничего страшного не случится, если он прогуляется чуть глубже. Село видно, значит, дорогу назад он легко отыщет. Вскоре мальчик увидел маленькие красные точки, землянику. Максим побежал к кустикам и жадно забросил в рот найденные ягодки. Вдалеке маячило что-то красное. Ребенок решил, что это огромный земляничник, поэтому направился туда. Дорогу преграждал овраг. Максим обошел его поверху и окончательно потерял ориентир. Мальчик рассеянно оглядывался, не понимая, куда исчезли ягоды и где осталось село. Ребенок пошел в первом попавшемся направлении, даже не подозревая, что уходит все глубже в лес. Вскоре парнишка устал. Он сел отдохнуть на мягкий мох и сам не заметил, как уснул. Проснулся Максим от холода. Его одежда набрала влаги от мха и теперь противно липла к телу. Вокруг сгущались сумерки. Мальчика затрясло от холода и страха. В какую бы сторону он ни посмотрел, повсюду были деревья и ни одного намека на протоптанные дорожки. Максим сжался в комочек и горько заплакал. Тем временем в деревне родители заметили, что сын долго не возвращается. Они пошли в соседский двор, но не обнаружили там сына, только собаку, которая рвалась с цепи и громко лаяла. Перепуганные родители обошли всю улицу, но никто не видел их сына. Соседи вызвались помочь с поисками. Односельчане проверяли сараи, заглянули в садик, школу, к друзьям Максима на дальних улицах, но его нигде не было. К вечеру все село вышло на поиски. Кто-то из мальчишек вспомнил, что Максим хотел отправиться в лес. Толпа переместилась туда, но никто не знал, в какую сторону пошел ребенок. На улице окончательно стемнело. Теперь в лесу скорее можно было что-то себе сломать, чем отыскать ребенка. Люди возвращались по домам, чтобы утром с новыми силами отправиться на поиски. Рыдающую мать отпаивали успокоительным. Отец собирал соседей и фонари, чтобы продолжить поиски сына. В очередном дворе он замер, глядя на собаку. Гроза уже охрипла,
но продолжала безостановочно лаять и рваться с цепи. «Отпустите собаку со мной», — попросил отец Максима. «Эту?» — удивился хозяин. «Она же не ищейка, даже сторожить нормально не может. Зря только деньги потратил на нее. Зато запах моего сына отлично знает. Может, и найдет, а нет, так мне компанию составит». Грозу отстегнули от цепи и привязали к поводку. Собака сразу же потянула мужчину в сторону леса. Она уверенно шла вперед, изредка принюхиваясь к земле. Отец мальчика едва успевал за животным. Поведение собаки заинтересовало нескольких односельчан, и они решили не ждать утра, а посмотреть, что будет делать Гроза в лесу. Собака внимательно обнюхивала каждый куст, подолгу крутилась на определенных местах и потянула в обход. Гроза снова принялась громко гавкать. Люди звали мальчика по имени. Вскоре до них долетел тихий ответ. Собака так рванулась вперед, что вырвала поводок из рук мужчины. В какой-то момент поисковая группа потеряла собаку из вида, но вскоре Гроза снова залаяла. Люди пошли на звук. Они удивлялись, как ребенок мог так далеко уйти в лес. Когда мужчины добежали до Максима, мальчик сидел, вцепившись ручками в шею собаки. Гроза облизывала лицо дрожащего ребенка и делилась с ним теплом. Отец закутал сына в свою куртку и подхватил на руки. В деревню вернулись уже глубокой ночью. Мать бросилась обнимать сына. Грозу хозяин посадил обратно на цепь. Собака печально смотрела за забор. Она пробовала завыть, но в нее тут же прилетел камень от хозяина. Гроза переживала за маленького друга, но не могла его проведать. А утром во двор вошел отец Максима. Он о чем-то долго спорил с хозяином, тыкал ему деньги, размахивал руками. Наконец хозяин кивнул, отвязал Грозу и передал ее соседу. Собаку привели во двор Максима. Мальчик уже ждал ее на пороге. Собака радостно подбежала к ребенку, виляя хвостом. Максим крепко обнял ее и счастливо засмеялся. Теперь друзья были вместе и больше никогда не ходили в лес без взрослых, а мохнатый друг больше никогда не сидел на цепи. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.